30 ноября 2016 года в один из полицейских участков штата Пенсильвания поступил звонок от парня по имени Джейкоб. Он утверждал, что его отец застрелил его мать и брата, но действительно ли он говорил правду? Джейкоб жил в штате Пенсильвания со своей матерью Даной, отцом, которого звали Дэвид, и 8-летним братом. Джейкоб был учеником средней школы, на тот момент ему было 14 лет. Его мама работала в школе и была известна как добрая и щедрая женщина, которая всегда была рядом со своими друзьями и семьей. Глава семейства Дэвид служил в армии и являлся ветераном войны в Ираке, а по окончанию службы стал водопроводчиком. Утром в районе 6 часов Дэвид покинул семейный дом, чтобы поехать на работу. После этого Джейкоб встал со своей кровати и пошел на кухню, чтобы достать пистолет из сейфа. Затем парень отправился в спальню своей матери, но вскоре заметил, что оружие не заряжено. Он вернулся на кухню, где хранились боеприпасы, и зарядил пистолет. Затем Джейкоб снова вошел в спальню своей матери и выстрелил ей 1 раз в лоб, пока она спала, а после он вошел в спальню своего брата и совершил то же самое действие. После совершенных убийств Джейкоб позвонил в экстренную службу и стал утверждать диспетчеру, что его отец застрелил его мать и брата. Полицейские прибыли незамедлительно и обнаружили Джейкоба, стоящего на улице с заряженным огнестрельным оружием. В этот момент парень непрерывно повторял слово «мама». Полицейским удалось уговорить парня бросить пистолет на землю, и его незамедлительно отправили в больницу. Джейкоб настаивал, что его отец, 52-летний водопроводчик Дэвид, был убийцей, но следователи быстро установили, что он находился на работе и ушел за час до того, как произошла бойня. В результате парень полностью признался в 2 убийствах. Он сказал полицейскому штата, что если бы его отец был дома, его постигла бы та же участь. Безжизненное тело 46-летней матери парня и его 8-летнего брата были найдены в их кроватях поверх окровавленных простыней. Убийства полностью ошеломили весь район, особенно тех, кто знал семью. Поскольку все соседи знали Джейкоба как вежливого и доброго мальчика, который получал хорошие оценки, занимался спортом и посещал церковь. Одна из соседок, чей сын был другом Джейкоба, сказала: «Он такой хороший парень, если бы вы могли выбрать друга для своего ребенка, это был бы Джейкоб, но я никогда не подумала бы, что он на такое способен». Когда Джейкоба спросили, почему он совершил такое ужасное преступление, он сказал, что не ладил со своими родителями, поскольку они заставляли его выполнять всю домашнюю работу, от приготовления пищи до уборки и стирки. Он пожаловался следователям, что годом ранее получил в подарок на Рождество пылесос, в то время, когда родители всячески поощряли его брата любыми подарками. А за несколько недель до убийств родители отвезли его брата в Диснейленд, оставив Джейкоба дома. Джейкоб обвинил своего отца в том, что он алкоголик, который физически издевался над ним, и утверждал, что его мать часто называла парня никчемным сыном и уделяла больше внимания его младшему брату. Адвокат Джейкоба потребовал, чтобы дело его клиента рассматривали в суде по делам несовершеннолетних, а не в суде для взрослых, поскольку Джейкоб получил 2 сотрясения мозга в возрасте до 8 лет и мог иметь психическую травму. Для этого защита наняла судебного психолога, который провел психическое обследование парня. Обследование показало, что Джейкоб страдал диссоциативным расстройством. Эксперты пришли к выводу, что травма от его домашней жизни проявилась в потере памяти мальчика, на фоне которой у него появилось 4 альтернативных личности. Одна из доминирующих личностей была по имени Гнев. Именно под влиянием этой личности парень совершил преступление.
Также выяснилось, что за год до этого происшествия Джейкоб пытался покончить жизнь самоубийством, но его вовремя остановили родители, и парень стал наблюдаться у психиатра. Этот факт заметил окружной прокурор, который задался вопросом, почему психиатру парня ничего не было известно о других личностях во время наблюдения за пациентом после попытки суицида. На это заявление защита ответила: люди могут слышать голос, это сбивающий с толку и пугающий опыт, о котором люди не говорят никому, чтобы не показаться странными. Окружной прокурор все еще не верил в психическое расстройство парня и продолжал утверждать, что Джейкоб действовал осторожно и осознанно, поскольку застрелил сперва свою мать, чтобы та не смогла помешать парню расправиться со своим братом. Джейкоб был отправлен на повторную госпитализацию, после которой сказал, что он больше не слышал голос гнева. Психиатр, который проводил повторное обследование, также сказал, что не может поставить парню тот же диагноз. Но он признал, что были одноклассники, которые говорили о том, что Джейкоб меняет личность в школе. В личном дневнике парня также были заметки, в которых говорилось, что ему приятно, что его одноклассники считают, что он может быть потенциальным школьным стрелком и прийти в школу с оружием. Отец парня дал показания во время судебного заседания и признал, что он был действительно строг со своим сыном. Он утверждал, что не понимал, какое влияние его поведение окажет на сына. Он сказал, что готов помочь своему сыну пройти курс лечения. В конечном итоге Джейкоб был осужден как взрослый и приговорен к 2 срокам с минимальным отбыванием наказания в 30 лет. А что думаете вы? Оставляйте ваше мнение в комментариях. Спасибо за внимание и до скорого.